Всем привет, ребята! С вами Линкор, и сегодня я буду стричь себя в домашних условиях. Приступим. Что нам нужно для этого? В первую очередь нам нужна расческа. Она достаточно удобна для меня. Здесь есть частые зубчики и более редкие зубчики. А также я пользуюсь ножницами для филировки, то есть как расческа. И с другой стороны, как обычные ножницы. И также у меня обычные острые ножницы. Так что давайте приступим. Для начала вам необходимо понять, какая прическа у вас будет. Трансформер или у нее будет одна укладка. Также вам надо понять, будет ли у вас четкая граница, где заканчивается длина волос. Если же у вас будет четкая граница, где будут заканчиваться волосы, то вам необходимо их смочить, чтобы был более ровный и четкий результат. У меня же будет филировка по всей длине волос, поэтому я не смачиваю волосы. Я использую обычные острые ножницы для того, чтобы обозначить длину волос. Я выравниваю примерную форму. То есть у меня это будет каре. Спереди волосы у меня длиннее, чем сзади. И сзади будет самая короткая длина волос. Поэтому я все лишнее состригаю. В идеале вам нужно иметь два больших зеркала, которые направлены друг на друга. И тогда вам легче будет видеть результат сзади и результат спереди. И контролировать все, что получается у вас сбоку. У меня это огромный старый шкаф с 3 зеркалами разного размера. И те, что по бокам, они легко открываются, и я могу видеть все, что происходит вокруг меня. Среднее большое зеркало я завесила бабушкиным пледом, чтобы не смущать отражением, которое направлено на комнату. Далее я беру филировочные ножницы, и зубчики в виде расчески всегда находятся сверху. То есть, когда вы смотрите на ножницы, зубчики находятся сверху. И таким образом, с какой бы стороны вы не филировали волосы, под каким бы углом, у вас всегда зубчики будут сверху. Так как у меня бывает разная укладка, то я имею два направления, вперед и назад. Поэтому я филирую волосы и назад, и также филирую волосы вперед. То есть сзади направляю волосы вперед, и таким образом я филирую пряди. Та граница, где заканчиваются волосы, я направляю ножницы горизонтально, и так прохожусь по кончикам волос. И таким образом у меня также размывается граница, где заканчиваются волосы. Также необходимо помнить, что при филировке лучше затрагивать только верхние слои волос и самый нижний слой волос не трогать, только лишь кончики. Также филировочными ножницами очень удобно стричь челку, контролируя ее длину и густоту. Если вы не хотите прям очень короткую длину волос сверху, вы можете натягивать прядь, которая будет идти сверху вниз. То есть пройтись пальцами, которые будут направлены ладонью на вас, проходите сквозь волосы, и вот эта вот широкая прядь, которая растягивается снизу наверх, вы ее фиксируете, и под углом где-нибудь 45 градусов вы аккуратненько подстригаете кончики, можете филировочными ножницами. То есть у вас будет очень плавный переход длины из коротких в длинные волосы. Пока что могу рассказать вам некую историю моих походов по парикмахерским.
В моей практике было 3 похода в парикмахерские, и обо всех я расскажу по порядку. Прежде всего, я вам расскажу предысторию. Наверное, каждый, кто учился стричь сам себя, на выходе получал какую-то дичь. Несмотря на то, что я с детства рисую, руки все-таки у меня оказались из жопки. У меня были достаточно длинные волосы, и я хотела сделать ступеньку, то есть плавный переход из коротких волос в длинные. Не знаю, каким образом, но у меня получилось 2 слоя волос. Верхний слой волос был примерно по плечи. В итоге я убирала волосы в хвост, а то вообще убирала под одежду. Моя подруга из городской художественной школы настояла на том, чтобы меня подстричь. Несколько дней мы обсуждали мою будущую прическу и остановились на том, что у меня будет ярко выраженная каре. То есть сзади будет очень коротко, а спереди будут длинные волосы. Так было возможно сделать. Но, естественно, в решающий день что-то пошло не так, и она меня подстригла под горшок. Как оказалось, у нее тоже руки из жопки, и я пошла в парикмахерскую, чтобы там мне исправили эту стрижку. Обиднее всего было слышать на мою просьбу сделать стрижку более креативной высмеивание и ржач в открытую с фразой «куда уж креативнее». Но деваться мне было некуда, и я попросила мне выровнять стрижку. Это был мой первый поход в парикмахерскую, где я оставила примерно 800 рублей. Это был примерно 2011 год, может быть 2010. Второй такой поход произошел примерно в 2012 году, когда у меня уже отросли волосы по плечи, и мне хотелось их немного подфилировать. В интернете я нашла подходящую фотку желаемой прически и продемонстрировала это парикмахеру. Но, как вы можете догадаться, результат меня не устроил. Я в очередной раз отдала примерно 800 рублей. К тому же меня уложили как бабушку, и челка очень сильно просвечивала. Однозначно могу сказать, если сзади очень короткая длина волос и она плохо профилирована, то есть достаточно четкая грань, где оканчиваются волосы, все это дело очень болезненно отрастает, особенно если вы любите головной убор или вынужденно его носите. Ну а то, что касается третьего похода, то это была стрижка у Снежаны. Спустя 6, если не более лет, когда я стремилась к ней попасть, а для этого нужны деньги и терпение, хотя, несомненно, любой результат, который получается на выходе, стоит своих денег и даже дороже, все же мне лично надо было дорасти до этого времени, когда я наконец-то к ней смогла попасть. Кстати, я к ней и второй раз попадала спустя 2 или 3 месяца. И ссылки на оба видео я оставлю в описании. Поэтому, если вам интересно, как происходило окрашивание у Снежаны, вы можете спокойно посмотреть в свободное время. Так вот, первый раз, это было в конце декабря, она мне подкорректировала мою данную стрижку и при этом немного изменила челку. То есть раньше у меня каре заканчивалось на длине челки, сейчас у меня каре заканчивается по висок, и челка также заканчивается в виске. Моя подруга, которая училась на парикмахера, назвала эту прическу каре на ножке. Собственно, ножка — это височная часть. Но немного вернусь в период, когда я последний раз посещала парикмахерскую, до похода к Снежане. Все же я училась стричь саму себя, несмотря на первый негативный опыт. И, как ни странно, первые мои ножницы были канцелярскими. Они были достаточно короткими по сравнению с парикмахерскими острыми ножницами. Но, несмотря на это, я приноровилась их направлять под углом в вертикальном положении. И это очень удобно даже сейчас с любыми ножницами. Когда ты задаешь направление пряди, чтобы она плавно сужалась из коротких волос в длинную. И таким образом обычными канцелярскими ножницами я филировала себе волосы.
Собственно, в видео вы можете замечать такую технику, я до сих пор ее использую. Также я практикуюсь на людях. Я стригу как мальчиков, так и девочек. Также я стригу свою маму и изредка свою сестру. Мои навыки помогают мне с моей прической, так как я часто пережигаю волосом осветляющей пудрой, и со временем волосы начинают обламываться, и мне надо корректировать свою прическу. Вообще, если посмотреть хронологию моих последних лет 5 точно, то у меня полюбившаяся прическа — это каре. Надеюсь, вам моя история понравилась. Хочу дать несколько советов. Если вы не хотите использовать лак для волос, то вы можете использовать мусс, гель и всякие разные пенки, в принципе, средства для укладки волос. Лучше всего использовать их на влажные волосы, потому что таким образом все это дело распределяется намного проще. Также не забывайте использовать термозащиту. Лучше, если вы растратитесь на более качественную. И для дополнительного объема и, в принципе, для того, чтобы задать направление волосам, особенно короткой длины, вы можете использовать утюжок Гофре. Что ж, очень надеюсь, что это видео было полезным для вас, и вы узнали обо мне что-то новое. Поэтому буду признательна, если вы поддержите меня лайками, может быть, даже подпишитесь, напишите какие-то впечатления в комментариях или какие-то пожелания. Желаю вам не грустить и не скучать в карантинные дни. Этот вирус нас покинет, и мы снова заживем счастливо и при деньгах, и при гуляниях. И вообще все будет классно, и все будут живы и здоровы. До новых встреч! Пока-пока!